Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане. Именно здесь, в рамках фэшн-марафона с каждым сезоном, появляются самые популярные новые тренды, интересные дизайнерские решения, топовые направления. Всю цепь событий можно сравнить с круговоротом в природе, когда после зимнего сна с приходом теплой поры расцветает природа, краски становятся ярче, все вокруг словно рождается заново. Процесс идет, колесики крутятся. И чтобы сегодня быть в курсе новинок с подиума, я хочу познакомить вас, друзья, с главными трендами и модными тенденциями весна-лето 2023, представленными в Милане. Здесь каждый бренд предложил свою версию стильного, универсального и при этом удобного гардероба, умело разбавляя сдержанную элегантность яркой палитрой красок и смелыми фасонами, которые, я уверена, совсем скоро будут востребованы и актуальны. Всем моим зрителям хочу сказать большое спасибо за теплый лайк, добрую подписку на канал и неравнодушные комментарии с вашим мнением. Для меня сегодня очень важна ваша поддержка. А начнем мы обзор, пожалуй, с такого неизменно популярного весной тренда, как модная джинсовая одежда. В новом сезоне деним уверенно сменит свой статус. Из будничного, повседневного он превратится в самый стильный и ультрамодный. Наглядное тому доказательство – целая череда показов именитых домов на миланском подиуме, где центральная роль отведена джинсовым тотал-лукам. Причем иногда в самом неожиданном, уникальном цветовом исполнении, как в линейке Ferrari. Это может быть базовый сет с брюками из денима и курткой, комплект с рубашкой и юбкой или любой другой так называемый канадский смокинг. А еще в запасе у брендов найдется более дерзкий ансамбль с топом бра. Стоит присмотреться к замысловатым, повседневным или даже вечерним джинсовым нарядам. Больше всего их предсказуемо появилось в коллекции Diesel. Марка продолжает модные эксперименты и традиционно предлагает всем нам 1001 способ одеться в деним. Бельевой стиль и прозрачность. Эти два тренда очень частые гости в весенних и летних коллекциях. Они постоянно пересекаются, выступая на модной сцене как с сольной партией, так и в гармоничном союзе. Вот казалось бы, каким образом настолько непрактичная, к примеру, прозрачность и смелый, открытый, в какой-то степени даже вызывающий бельевой стиль могут держаться так долго в лидерах? Тем не менее, именно все вариации на тему прозрачных тканей и нижнего белья на показ, который сезон уверенно кочуют из одной коллекции в другую, пользуясь немалым спросом у модной аудитории. Перед этим фактом не смогли устоять даже интеллектуалы Miuccia Prada и Raf Simons. Правда, голые платья в их прочтении уже не соблазнительные футляры из сетки и кружева, а трогательные ночнушки. Многие ажурные вещи будто случайно оказались в одном ряду со строгими платьями, жакетами или брутальной обувью, при этом совсем непрозрачно намекая, что нашим девушкам придется забыть о стеснении и прокачать, пока не поздно, уверенность в себе. Бра, кроп-топы, бюстье. Самые первые на модной сцене появились в прошлом столетии где-то в 30-х, а сегодня по-хозяйски обосновались в гардеробе на теплый сезон, в немалой степени поддержав тренд на бельевой стиль. На неделе моды в Милане одной из самых популярных фишек стала комбинация с джинсами, моделями карго с высокой или низкой посадкой. У Max Mara есть роскошное сочетание с юбкой Макси или же с широкими брюками. Продемонстрировать подтянутый пресс можно в топе с акцентным принтом, как в коллекции Etro. У Dolce Gabbana рекомендуют дополнить блестящим бра комплект из денима, а марка Альберто Ферретти склоняется к плетеным ансамблям. Длинная бахрома. Один из самых стабильных трендов, который кочует из сезона в сезон. Текстильная, кожаная, пластиковая, бахрома игриво рассыпалась, украсив куртки, юбки, топы и, соответственно, аксессуары в линейках Sportmax, Jill Sander, Versace, Diesel. Однако настроение у каждой коллекции было свое. От футуристичных 60-х до дерзких нулевых. И хочу заметить, ничуть не напоминала о стиле ковбоев. Скорее, бахрома поддержала яркую, гламурную атмосферу. Отдельно стоит выделить наряды под маркой Bottega Veneta. В
в которых решено было применить сложные технологии, когда полотно словно распустили на длинные нити, образующие мягкую цветную бахрому. Декор вплетается в ткань, все вяжется исключительно вручную. Подобные тонкости в одежде непосвященные вполне могут не заметить, но дизайнер Матье Блази абсолютно уверен, эти детали имеют большое значение для одержимых моды поклонников бренда. Самыми заряженными на лайки оказались платья, юбки и топы с длинной бахромой, расшитой блестками, представленные в коллекции Жил Сандер. Здесь короли минимализма Люк и Люси Майер решили наделить лаконичные образы атмосферой яркого праздника. Монохром. Тренд давно попал в разряд сдержанной элегантной классики. Одеваться в один цвет с ног до головы для многих привычное дело, но все не так просто. И уж точно не скучно. Составление монохромных ансамблей в этом сезоне стало любимым занятием для команды модных домов Макс Мара, Дизель, Версаче, Феррагамо, Жил Сандер, Москино. Впечатляюще выглядят образы в приятных молочных, мятных, карамельных оттенках, а также в угольно-черном, фиолетовом или оранжево-красном. Дизайнеры настоятельно рекомендуют подбирать в тон основному наряду аксессуары и обувь. Микс принтов. Полная противоположность предыдущему тренду и возможность максимально применить все полученные ранее навыки в составлении стильного, яркого аутфита. Вдохновляясь нарядами под маркой Etro, Gucci, Versace, мы будем смело смешивать сразу несколько узоров в одном ансамбле, запросто объединяя цветочные мотивы и анималистический рисунок, несколько принтов на тему флористики, а также монохраму и абстракцию. Главное и очень важное условие, чтобы яркие принты подходили друг другу по цветовой гамме и складывались в красивое модное заявление, будто все правила вам нипочем. Брюки карго в новом прочтении. Модели на заниженной талии с большими накладными карманами сегодня вызывают ассоциации с модницами из 2000-х или, возможно, из 90-х. Знакомый фасон представлен в коллекции из нетипичного для данной одежды в стиле униформы струящегося шелка, блестящего атласа. А еще есть очень эффектные из цветного денима или с узором. Несколько слов скажу о модных аксессуарах. 2 сумки сразу. Дизайнеры упрямо продолжают делать акцент на том, что нам нужно брать с собой не одну, а сразу 2, а то и все 4 сумки. Тренд не новый, но уж очень настойчивый. Самая частая комбинация – шопер или авоська вместе с деловой сумкой. Примеры смотрим в коллекциях Fendi, Bottega Veneta. Металлизированные фактуры. Тенденция, родственная пайеткам и блесткам, сопровождает многие аксессуары. Причем такой обуви и сумок с серебром или позолотой теперь будет сполна как в люкс-сегменте, так и в масс-маркете. Плетеные панамы, бейсболки. Модное направление в новом сезоне затронуло не только одежду, но и головные уборы. Дом Альберто Ферретти предлагает в летней коллекции уникальные вещи из рафии, делая акцент на природные материалы. Неделя моды в Милане подарила немало, на мой взгляд, интересных трендов на теплую весну и жаркое лето. Но самое главное, все сделано здесь с душой и любовью, а также с ярким, эмоциональным итальянским характером. Спасибо, друзья, что смотрите мои видео. Надеюсь, вы поставите лайк и черкнете пару слов в комментариях. Всем красоты, искренне теплой улыбки и светлого, солнечного настроения!